Продолжаем выпуск. Девочка потерялась в Институте ядерной физики. Это не новость раздела происшествия, а сюжет фильма, который снимает в Академгородке московский режиссер. Научно-популярная короткометражка о сложных физических процессах будет понятна даже ребенку, уверяют создатели. С ними пообщалась Елена Мирошниченко. Больше 5 метров под землей. Обычно в этих стенах рождаются и разгоняются в коллайдере частицы. А сейчас здесь рождается фильм. Сцена инжекционная 2, кадр 1, дубль 1. По сюжету девочка Алиса отстает от группы экскурсантов и теряется в коридорах ИЯФа. Сначала мир физики предстает перед ней в мистическом свете. Я сначала думала, что такие провода, машины бывают только в фильмах с спецэффектами и мультиках. Но потом Алиса находит своего дедушку. Он работает в институте. И тот открывает ей двери в мир науки. Как работает коллайдер, как заглянуть внутрь атома. Повествование идет от лица девочки. Деда, электронами стреляет! Разобраться в терминах ядерной физики помогают ученые. Режиссер фильма Татьяна Дрожжова, студентка ВГИКа и сама физик. Работала на Большом адронном коллайдере. Там-то и родилась идея снять это кино. Прежде чем начать съемки, пришлось переводить рассказы о сложных явлениях с языка физиков на простой, понятный даже ребенку. Сидела на ночных сменах на эксперименте Алиса, прямо на коллайдере, который находится. И второй на суперпротонном синхротроне, это эксперимент NH61 Shine. Я ходила по этим ангарам и понимала, что это надо снимать. Это надо снимать в любом случае, потому что такие декорации Голливуду просто недоступны. Фильм назвали «Скрытое очарование». Не только потому, что звучит красиво. Короткометражное кино расскажет в том числе о грандиозном проекте физиков «Суперчарм Тау-фабрики» и частицах, которые с помощью нее будут изучать со скрытым очарованием. Есть такой термин в ядерной физике. Адронный коллайдер можно сравнить с топором, который просто вырубает частицы, новые частицы, в частности бозон Хиггса, и с помощью него собираются найти суперсимметричные частицы, нечто новое такое. То электрон-позитронные коллайдеры можно сравнить со скальпелем. Они производят точные измерения. То есть, если там рождается бозон Хиггса, то мы максимально точно можем померить его параметры. В главной роли снялся и актер театра «Старый дом» Владимир Казанцев. Он сыграл дедушку Алисы. Режиссер признается, прототипом стал образ ее отца. Он тоже был ученым и также когда-то влюбил ее в науку. Это последний съемочный день. Дальше примерно полгода монтажа. Фильм можно будет увидеть не раньше зимы. Он появится в свободном доступе в интернете. И съемочная команда надеется, так влюбленных в науку станет еще больше. Елена Мирошниченко, Алексей Погудин. Новости УТС.